Здравствуйте! Shure Ioniq 50 это горячо любимые мною наушники, которые мне очень нравятся, и если бы мне нужно было купить себе полноразмерные современные беспроводные наушники, то я бы скорее всего остановился именно на них. Поэтому в моих мечтах, в моих желаниях Ioniq 40 это упрощенная версия от 50, но при этом схожая по своей подаче, схожая по посадке, но немножечко проще. По факту получилось так, что некоторые аспекты стали значительно лучше, некоторые значительно хуже, а некоторые просто совершенно другие. И начну, пожалуй, с дизайна, что было одной из самых главных проблем Ioniq 50. Это достаточно такой топорный внешний вид, это не самые лучшие по своему восприятию материалы, и здесь это исправили очень даже хорошо и основательно. То есть по дизайну наушники стали значительно интереснее, значительно красивее. Это пластик, который воспринимается дороже, чем в 50-ках, но и одновременно с тем есть некоторые не совсем хорошие изменения. То есть оголовье у нас резиновое, очень такое жесткое, это ощущается. То есть как только вы надеваете наушники, вроде как никаких проблем нет. В течение, грубо говоря, получаса использования тоже еще может быть нормально. Потом эта проблема проявляется, то что давит достаточно сильно на голову. Ну и опять же в некоторых случаях также будет неприятно для волос, потому что все-таки это как такая резиновое покрытие, которое не очень-то и хорошо скользит по голове, но зато создает такую достаточно плотную, хорошую посадку. То есть наушники сами по себе никуда не уходят, то есть в них можно заниматься относительно какими-то динамичными занятиями, и на голове они сидят очень хорошо. То есть если вот эта вот часть еще может немножечко ходить, за счет оголовья все, у нас нет никаких проблем с плотностью посадки. При этом сами амбушюры не сказать, что сильно жесткие, не сказать, что слишком мягкие. То есть по сравнению с теми же Audio-Technica M50X, к примеру, это хорошие мягкие амбушюры. По сравнению с теми же Sennheiser M3 EBT-XL ощущается, что они прям очень жесткие и не особо приятные для головы. Соответственно, во время долгого ношения, долгого использования непонятно, как это все будет проявляться. Но, по крайней мере, амбушюры не чисто круглые, они вытянуты, соответственно, уху относительно комфортно в них находиться. По характеристикам в плане самого Bluetooth поддерживаются кодеки aptX, aptX HD, время автономной работы до 25 часов. Это, в общем-то, не особо такой крутой, либо же классный показатель, могло быть больше, и при этом присутствует активное шумоподавление. По активному шумодаву у меня есть некоторые вопросы, потому что, с одной стороны, он вроде как шумы давит, он сильно не создает каких-то своих шумов, не создает дискомфорта, но и одновременно с тем он достаточно слабый, поэтому вроде как и пользоваться им можно, но сравнивать с какими-то флагманами в плане активного шумоподавления нет, не стоит. Это однозначно более такой простой шумодав, относительно простой. И самое главное это звучание. Мне понравились Ioniq 50 тем, что у них шикарная, просто великолепная, превосходная сцена. Они звучат объемно, у них достаточно хороший, правильный тональный баланс. Они могут воспроизводить одинаково хорошо совершенно разную музыку. Они очень универсальны. И при этом достаточно хорошие по своей аналитике по детальности для беспроводных наушников. И если мы говорим про Shure Ioniq 40, то здесь уже в динамике такое чувство, что совершенно другие настраивали совершенно по-другому. Это такое темное звучание, есть акцентирование на низких частотах, есть такое приглушение высоких частот, и не сказать, что прям такая сверхвыдающаяся крутая сцена. Опять же, что касается баса, то да, его количественно больше, это не сильно плохо влияет на его какие-то скоростные характеристики, то есть те же панчи, они все равно отыгрываются достаточно тяжеловесно, достаточно быстро, нет какого-то гудения на низких частотах, но и одновременно с тем понимаешь, что и количественно, и по весу низких частот значительно больше, чем должно быть. Середина, здесь есть и плюс, и минус. С одной стороны, она звучит
честно, достоверно, ей веришь, нет каких-то ощущений того, что есть какие-то искажения, что как-то вот это все звучит бюджетно, особенно какие-то мужские низкие голоса звучат очень классно. Но и одновременно с тем не хватает открытости середине, не хватает ей воздушности. И, соответственно, по сцене, да, какой-то объем присутствует, но и одновременно с тем нет достаточной глубины, то есть того же разделения инструментов, воздуха, всего этого жестко не хватает. И особенно на контрасте с теми же Shure Aonic 50, старшей моделью. Соответственно, по высоким частотам, с одной стороны, они радуют тем, что там нет грязи, там ничего не пилит, нет никакого проблемы с контролем по высоким частотам, но и одновременно с тем не хватает детальности, то есть хочется, чтобы они были более детальные, более информативные. Потому что разница по стоимости, безусловно, есть с 50-ками, но не настолько уже она и большая. А те же Aonic 50 прекрасно справляются с высокими частотами, они там достаточно детальные. То есть стоимость на данный момент, на время записи выхода этого на время записи видео 3 апреля, если я не ошибаюсь, посмотрел на часы, которые не показывают в данный момент дату. 4 апреля. 950 белорусских рублей, то есть не настолько уже и меньше, поэтому хочется, чтобы по уровню они были достаточно близкие с 50-ками. Поэтому, с одной стороны, они смотрятся более стильно, они лучше по своей посадке, по надежности посадки, но по звучанию все равно ощущается разница как качественная, так и по подаче. То есть все равно это совершенно разные наушники с совершенно разными слушателями, покупателями. Поэтому и не могу про них сказать плохо, потому что все равно звучание и не такое, как я бы хотел, мне оно не нравится, но я не могу назвать его плохим, и я прекрасно понимаю, что у этого звука найдутся свои предпочитатели. То есть, грубо говоря, это Sony 1000XM4 на максималках, то есть схожие по своей подаче, но при этом на несколько голов выше в плане аналитики, в плане качества самого звучания. Поэтому понравятся ли они вам, подойдут они вам, я сказать не могу. И вот, пока не забыл, очень-очень для меня жирный плюс, то, что не стали делать сенсорное управление, это на физические клавиши, однозначно хорошо. Единственное, что разъем хотелось бы видеть здесь не 2,5 мм, а 3,5 мм, более классический, более распространенный, но это уже все как такие нюансы. Поэтому все, на этом буду завершать. Если вы являетесь обладателем данных наушников, вам есть что добавить, вы с чем-то не согласны, что абсолютно нормально, будет интересно почитать ваши впечатления, ваше мнение в комментариях. На этом свое видео впечатление завершаю. Спасибо вам большое за просмотр. По ссылке в описании вы сможете найти данные наушники. Желаю вам мира и здоровья. До скорых встреч!